Всех приветствую! В этом видеоролике буду менять ТНВД. Купил не оригинальный, там где покупал на Алиэкспрессе. Этот продавец уже больше не продает, поэтому ссылку, к сожалению, не могу оставить. Вот, значит, какие признаки неисправности ТНВД я рассказал в предыдущем видео. Теперь его замена. Значит, чтобы поменять топливный насос высокого давления, потребуется сплайн М10. Если это Audi A4, там другой насос, крепление там болтами на Torx T30. Головка, точнее ключ на 17 для того, чтобы открутить трубку высокого давления. Такие клещи, либо вот такие, чтобы снять хомут. Головка на 24, чтобы провернуть коленвал. И свежее масло, чтобы все это, толкатель, все смазать. Значит, в первую очередь отключаем разъем. Кто-то еще советует отключить предохранитель топливного насоса, которого низкое давление, но там бензина совсем чуть-чуть будет, поэтому подкладываем просто ветошь и спускаем этот бензин. Ничего страшного в этом нету. Теперь нам потребуется открутить два вот этих вот сплайна М10 здесь и вот там с другой стороны, перед этим откручивается вот эта вот гайка на 17 ключом, снимается этот шланг, и в принципе на этом снятие ТНВД все. С помощью плоскогубцев отводим этот хомут, там бензин уже немножко подтравился. Кладем ветошь и аккуратно вот эту вот трубку снимаем, потому что будет много там топлива достаточно. Аккуратно ее. Там будет, я уже когда-то снимал, очень медленно надо это сделать. Вот он пшикать начинает, вот так вот немножко стравливаем. Кто-то советует прям снимать предохранитель, запускать двигатель, чтобы он поработал с отключенным топливным насосом, но как бы я не знаю, не вижу в этом смысла. Вот совсем капелька бензина. Так, теперь надо открутить гайку. Причем на 17 ее буквально совсем чуть-чуть надо ослабить, и потом она откручивается от руки. Там тоже польется немножко бензина, но так как у меня этот топливный насос пропускает давление, то там особо пшикать уже нечему. Все, эту гайку снимаем, потом отводим этот. Ну там буквально совсем чуть-чуть вот полилось. Теперь нужно открутить крепление самого этого ТНВД. Такой вот 12-гранный сплайн М10. Отворачиваем эти гайки. Они там крепятся что-то в районе 10, по-моему, ньютон на метр моментом. Вот. Единственный нюанс, это потом при закручивании, но об этом расскажу, то что нужно будет распредвал выставить в правильном положении. Вот. Второй болт очень проблемно достается, и его можно случайно уронить. Поэтому используйте либо магнит, либо что-нибудь такое. Советую вот так вот немножко изоленты, и он будет держаться очень крепко и не выпадет. Вот, значит, это старый насос. Значит, первый признак. Здесь вот такая вот обработка вот этой прилегающей поверхности. Здесь какой-то QR-код. Здесь примерно то же самое. Вот прилегающая поверхность. Ну, обработана она примерно так же. Даже вот эти вот углы сделаны более аккуратно, чем вот здесь вот на оригинале, на родном. Да, тоже такие вот риски. То есть такое ощущение, что на одном примерно оборудовании. Значит, вот этот вот шов тоже плюс-минус материал похожий, качество похожее, размер вот этой вот тоже шагрени очень похожий. Пружина реально из одного материала сделана. Тарелка по толщине такая же. Вот этот вот шток. Сейчас фонарик включим, попробуем.
лучше будет. Ну, шток тоже похожий очень. Не знаю, кому это интересно или нет. Вот эта крышка. Также 2 оборота резьбы где-то так остается. Вот эти штоки тоже примерно одинаково обработаны. Ну, не штоки, эти штуцеры. Этот разъем. Значит, что по поводу разъема? Здесь вот этот разъем повернут, грубо говоря, почти на 90 градусов относительно топливного насоса. В новой ревизии он сделан параллельно вот этой пружине. Как вот здесь вот. То есть в новых ревизиях этого насоса этот разъем расположен вот в таком положении. Кто-то говорит, что типа, вот этот датчик давления, он типа уже подтекал, его подкрутили, поэтому вот в таком положении. Нет, я посмотрел кучу фотографий, и у всех, у кого старый ТНВД, он находится вот в таком вот положении. Вот, я фото добавлю на Drive 2, еще кому интересно. В принципе, ну, я бы вот еще по весу проверю. Этот весит 1100 грамм. Этот я попробую взвесить, еще не взвешивал. Но по весу они тоже одинаковые, плюс-минус. Значит, резинка здесь синяя. Ну, посмотрю, не знаю, вот насчет китайцев. Говорят, что резинки желательно менять на оригинальные. Ну, посмотрим, как это будет ходить, что это секундное дело поменять. Вот такой вот артикул. Теперь второй момент. Сейчас по поводу толкателя. Берем магнит и достаем толкатель отсюда. Посмотреть, в каком он состоянии, не задрало ли его. Ну, вот он в таком масле уже. Тут следов износа не вижу. Сейчас посмотрю там, где место, где он толкается. Давай, соединяйся. Вот это пятно контакта штока не чувствуется, но оно появилось. Нет, вообще палец не зацепляется, соответственно, тут, наверное, этого износа практически нету. То есть этот шток я оставлю. Сейчас я его в масле свежем обработаю. Он не трещит. Что у нас тут? Вот этот шток надо смотреть. Вот там видно распредвал, клочок распредвала. Там он в форме квадрата, соответственно, нужно провернуть коленвал, чтобы он стал плоской стороной. То есть, так будет проще засунуть насос. Вот сейчас я его протер от масла. Видно вот эти вот следы износа, но они тоже не ощущаются, просто заполированность. То есть никаких задиров не появилось. Значит, в принципе, поменял еще вовремя. Не успел бензин его полностью раскрошить. Вот так вот просто головкой на 24 проворачивается по часовой стрелке коленвал. И вот в таком положении смотрится, что была толкатель на распредвале. Теперь можно смазывать сам толкатель, обратно его вставлять и прикручивать. Беру вот свежее масло и его туда окунаю со всех сторон, чтобы, особенно вот на рабочую поверхность, чтобы здесь вот масло попало, чтобы он не работал на сухую. Ну и, соответственно, вокруг него тоже все должно быть в масле и ролик. Кому интересно, шток и пружина на 29 миллиметров на новом насосе. Сейчас измерю на старом. На старом насосе пружина 28,5, то есть немножко просел. Но она не так фиксируется, в принципе, можно немножко ее вытащить. Ну, то есть плюс-минус 28-29 миллиметров должна быть пружина. У кого меньше, значит, шток, скорее всего, заклинил. Но там будет и так видно. Я фотки смотрел, там пружина очень сжата. Прям это видно без штангель циркуля. Сам вот этот шток, пружину я тоже сейчас вот смазал маслом. Эту резинку тоже немножко смазал.
Уже капает, сейчас буду вытирать лишканул. Значит, теперь по поводу затяжки. Так как его максимально туда не загнать, мешает пружина, то нужно сначала по очереди затягивать. То есть несколько оборотов этого болта, несколько оборотов того, и вот так вот нужно симметрично, чтобы не было перекоса его. То есть некоторые закручивают сразу этот, ну как бы он не сломается, конечно, но лучше все-таки, чтобы симметрично он туда как бы въезжал. Эта пружина натягивалась, ну точнее сжималась. Если что, затягивать болты крепления топливного насоса нужно моментом 20 ньютон на метр. Все собрано, прикручено. Тестовый запуск. Запустился с первой попытки. Дальше наблюдаю за работой. Вроде бензин не потек, никаких посторонних звуков нету. Все работает четко. И вот по таким параметрам проверяю после установки насоса. Также на холостых. Двигатель еще не совсем прогрет, но прогревочные обороты уже снизились. Показывает 39 бар. Адаптация минус 2,3. Соответственно, это чуть-чуть совсем богатая смесь, в принципе, как было до замены. И вот это вот shorter adaptation, это он должен вот так вот в районе плюс-минус 1% скакать. То есть он должен постоянно меняться, он не должен быть залипнутый. Теперь двигатель прогрет. Останавливаем. Включаем зажигание. Сейчас пропадет. И смотрим, как быстро будет. Вот снова включаю зажигание без запуска двигателя. И смотрю за параметром full pressure. Так, выключись. Вот с такой скоростью у меня он начинает расти. То есть вот сейчас в топливной рейке 43 бара. 44. Растет прям конкретно очень быстро. 45. Теперь момент истины. Прошло практически 1,5 часа. Включаем зажигание. И смотрим, что у нас тут по давлению. Обычно у меня как раз таки в это время наблюдается плохой запуск. Смотрим, падает. Черт. Похоже, падает. Сейчас давление 85 бар, и оно потихонечку снижается. Но это может обуславливаться тем, что это, конечно, остывает двигатель. Потому что температура показывает уже низкую. Ну-ка, допустим. Температура, да, остывает. Теперь пробуем запуск, потому что у меня запускалось не с первого раза. Запуск замечательный. В каких-то моментах у меня стрелка тахометра, она, грубо говоря, ну, то есть двигатель запускается, а потом резко падает. То есть такое ощущение, что как будто же воздух в топливной системе был. Сейчас запуск был идеальный. В любом случае, если этот насос окажется мусором, я напишу в комментарии, прикреплю его, либо сделаю отдельное видео, куплю оригинал и так далее. Короче, надо будет смотреть, наблюдать, как он себя оправдает, не оправдает замена это. Также буду держать в курсе, кому интересно, на Drive 2. В любом случае, эту ситуацию буду освещать и наблюдать за состоянием двигателя, составлением топливной магистрали. Совсем забыл еще проверить моментальный расход топлива. Вот как в аптеке 0,8 при выключенном климате и нейтральной передаче 0,8-0,9. Теперь проверяю на холодную, спустя 12 часов, как двигатель остановлен. И давление также чуть больше 5 бар. Ну что ж, буду наблюдать дальше. Возможно, все-таки и форсунки тоже пойдут под замену. На прогревочных оборотах давление почти 60 бар.
Снова проверяю давление. 5,3 килопаскаля спустя 4 часа простоя двигателя. В топливной рампе есть датчик давления, и по какому-то давлению срабатывает клапан. И судя по информации, которую я нашел, этот клапан как раз таки открывается, чтобы поступило давление низкое, то есть с топливного насоса, который в баке. Соответственно, там устанавливается давление уже 5-7 бар, вот это вот, которое вот этот насос может выдать. Поэтому пока я не знаю, является ли это следствием того, что есть какая-то негерметичность в топливной системе. Есть, конечно, подозрения на форсунки, но я их уже выкручивал, то есть осматривал эндоскопом, и там какого-то цилиндра, который там чище, либо в котором воняет бензином, я не обнаружил. То есть, может быть, это форсунки, не исключаю, но каких-то таких явных признаков не наблюдаю. Не успел я смонтировать видеоролик про замену ТНВД. Решил еще раз зайти адаптером, блютусным таким вот, проверить параметры, там, в частности давление. И что я вижу, что после остановки двигателя график прям падает сразу же. Ставлю скриншоты либо видео с экрана. В общем, какие у меня мысли. Сейчас я, конечно же, поменял ТНВД обратно на старый. Вот, проверил. Сейчас по графику, даже на холодный двигатель, там я вывел графики холодный двигатель на этот, вот он, старый насос с повернутым клапаном. Давляк сразу же растет. Даже он не то, что там совсем чуть-чуть падает, но он сразу же растет. Хотя двигатель холодный. Вот, что я заметил. В коробку его убрал. Что я заметил? Значит, подтеков на резьбе латунной не было. Все там сухо. Вот. Пружина в масле. То есть, вот она масляная вся. То есть, по графику он спускает прям моментально. То есть, возможно, масляная пленка потом уже образуется, стекая по стенкам вот этого места посадочного. Вот. Форсунки, значит, отметаем. Потому что если бы так лили бы форсунки со старым насосом, я бы видел бы абсолютно такую же картину. Но я их на самом деле уже тоже выкручивал, нюхал эти колодцы, и там бензином не пахнет. Вот такая вот беда. Какие еще у меня есть подозрения? Если все-таки не через пружину, так как она в масле, а может быть давление уходит через вот этот вот клапан. Этот клапан как раз таки запускает бензин из камеры с низким давлением. То есть, возможно, в нем проблема, и давляк просто уходит обратно в этот резиновый шланг. Что как бы тоже не есть хорошо. Надо посмотреть, как работает топливный насос, который в баке. Можно ли на него подавать такое большое давление. И не будет ли ничего шлангу, либо самому насосу, либо он просто будет это давление в бак спускать. Вот. Такие вот дела. Пока не знаю, что буду делать. Так как уже не первый раз решил откручивать гайку топливного насоса, решил сделать вот такой ключ. Конечно, это фигня. Не знаю, насколько он будет прочный. В общем, там трубка 8 мм. Выпилил 8 мм. С помощью вот такой вот углошлифовальной машинки ручной. Записываю сейчас для китайца, что давление растет. Вот старый насос установлен. Вот сейчас новый насос в коробке лежит еще. И вот наблюдаю по графику, что здесь давление растет. То есть по графику видно, что медленно, но давление растет даже на холодный двигатель. Сейчас посмотрим, какой тут temperature. Температура двигателя аж 45 градусов.
Так, и давление продолжает расти. Уже 48 бар. Теперь меняю на новый насос и смотрю, что там происходит. Идея с этим ключом провалилась. Можете также не повторять. Он недостаточно жесткий. Во-первых, ключ сам сделан из пластилина. Короче, нужен специальный ключ, если нужно откручивать именно с таким с разрезом. Ну что ж, новый топливный насос я уже установил. Сейчас затяну и проверяю давление. В общем, новый насос я установил. И смотрим, что с давлением после остановки двигателя. Двигатель практически холодный. Но предыдущий видно было график, что он рос. Этот график падает. Так, и проверяем с давлением новый насос. Вот старый насос у меня тут лежит. И смотрим, что с новым. Также практически на холодный двигатель. Рабочее давление такое же. Можно погазовать даже. То есть до 87 бар на холостую он выдает. Теперь что? Теперь выключаем движок. И смотрим, что происходит. Помолчи. И 40 бар потихоньку начинают падать. А сейчас не сильно падает. Почему? За что? Почему ты так делаешь? Только что падало. Я для китайца снял, как он падал. Ладно, наблюдаем. Еще один тест, который я хотел проверить, это отключить подачу, ну, отключить предохранитель бензонасоса и заткнуть это отверстие, посмотреть, будет ли сюда возвращаться топливо. То есть оно, куда давление может либо в масляный поддон туда через толкатель сливаться, либо может идти обратно в трассу низкого давления. Потому что обратки здесь никакой не предусмотрено. Ну, сейчас я заткну. Сейчас посмотрим, куда он пойдет. Там давление, ой, там порция топлива очень низкая. Сейчас попробую вытереть. Вот я на сухую сделал. Если здесь появится топливо, тогда он спускает в бак. Ну, хотя сейчас я вижу, что давление держится. И вот фиг его знает, что происходит. Сейчас я не снимал на камеру, но я 100% убедился, что давление сюда уходит. Сейчас вот я держу. И вот появился мокрый палец и бензин. Вот он, даже видно брызги. Сейчас еще попробую. Вон, видно брызги. То есть давляк уходит сюда на самом деле. Не знаю, попадет еще. Но уже было пару раз видно, если внимательно присмотреться, что здесь брызги появлялись. То есть у меня идея в том, что он давление все-таки спускает, но он в магистраль низкого давления спускает. В общем, теперь надо мониторить. Наверное, я поезжу с новым насосом, посмотрю, что китаец ответит, может пришлет новый, может деньги вернет, я не знаю еще. Ну, в общем, такая вот история. Уже раз 5 или 6 я уже снимал топливный насос. Делаю это за 5 минут.
Спустя сколько там, 10 минут, наверное, я проверил, давление продолжает расти. То есть это вот новый китайский топливный насос высокого давления. Уф, ну что ж, я не знаю, что происходит. Не знаю. Буду ездить смотреть. Еще разок проверяю. Но не может быть такое, что я два или три раза проверял, давление падало. 39 бар. Останавливаем. И оно растет. Да ё-моё. Короче, загадка. Еще насчет того, что с утра давление равно 5 барам, это нормально, потому что я нашел документацию, где сказано, что в этом насосе есть клапан, который сбрасывает давление, аварийный клапан, при 140 барах. То есть, в принципе, если давление доходит до вот этой критической точки, чтобы не навредить топливной системе, он, значит, выпускает, ну, короче, снижает давление в топливной рампе. Поэтому с утра то, что 550 килопаскаль, это норма. И смотреть на давление, в принципе, я не знаю, как там некоторые советовали форсунки смотреть. Ну, то есть в том видео, которое я записывал про форсунки, говорили: чувак, типа, даже льющая форсунка, вот это видео не покажет, надо смотреть там через сутки. Да как посмотреть через сутки, если насос сбрасывает это давление? На 3 машинах я спрашивал, с Drive 2 тоже у людей, у всех с утра низкое такое давление, то есть это норма. Не давала мне покоя мысль о том, что давление иногда растет на ТНВД, иногда падает. И я решил сделать еще один эксперимент. Значит, взял торцевую головку на 24 и вращал коленвал. То есть вот таким вот образом. Запускал сначала ПО, смотреть, какое давление, ну то, что давление падает. Потом проворачивал коленвал на где-то вот так вот, на 20 градусов, ну где-то 15-20 градусов. И смотрел, что с давлением. Единственное, я проворачивал без зажигания, чтобы мало ли он там случайно не запустился. Потом брал и еще раз там на 15-20 градусов. И что я увидел, что в какое-то положение, то есть после проворота там градусов на, ну, где-то на 40, может на 60, давление начало все-таки расти. То есть оно в начале там после проворота перестало падать, а потом начало расти. То есть есть такие мысли все-таки от того, в каком положении остановится распредвал и как будет давить на пружину, то из этого как будет падать или расти давление в топливной рампе. То есть вот есть такая мысль. Еще там один подписчик прислал тоже информацию. Он поменял на ревизию L, оригинал поставил, и у него тоже падает давление. Так что истина где-то рядом, и есть такое ощущение, что все-таки в новой ревизии с давлением не все так просто, и что-то поменялось, и оно может падать. Записываю такую концовочку своей эпопеи с топливным насосом высокого давления. Проехал я уже, грубо говоря, 1000 километров на нем. Никаких симптомов не появилось. Значит, масло уровень не растет, бензином не пахнет. Делал капельный тест, никакого контура вот этого прозрачного на капле нету. Есть идея, что, конечно, за 1000 километров, может быть, не набралось количество топлива в масле, но никаких таких подозрительных симптомов нету. По поводу запуска двигателя, он запускается всегда, не было никакого такого даже намека, что двигатель не запустится на горячую, на холодную постоянно. То есть я даже специально выходил там через 1,5 часа несколько раз, проверял, какой запуск на горячую. Никаких нюансов не появилось. Даже вот от вождения кажется такое ощущение, что на педаль реагирует с новым насосом более плавно, что ли. Так, по расходу ничего не поменялось, по мощности тоже не поменялось. То есть никаких изменений вот в этом плане я не заметил. Значит, что еще, какие мысли?
у коллеги на работе на Шкоде Октавия тоже замененный насос, но там другой конструкции, потому что двигатель 1.8, там немножко по-другому выглядит насос, но суть остается в принципе такая же. У него тоже замерил диагностическим этим кабелем, и давление тоже падает. Есть, конечно, такие подозрения, что в новой ревизии сделали, чтобы давление уходило в бак. Прям это было бы идеально, если это где-то подтвердится, я прям просто успокоюсь на этом. И все. Чтобы, типа, может быть, сделан для того, чтобы поберечь форсунки и саму топливную магистраль от высокого давления, чтобы не набиралось критического большое значение давления в топливной рампе. Но это мои только догадки. Из видео то, что я показывал, это все, что мог протестировать, я сделал. То есть все-таки есть сомнение, что какой-то из клапанов внутренний может быть не держит, а может быть так и должно быть. То, что при затыкании этого штуцера на горячую давление выпрыскивается в магистраль низкого давления. Но это мои только догадки. Если кто-то напишет, что у него установлен новый топливный насос с ревизией L на конце, и он посмотрит на давление после остановки двигателя, я буду очень признателен, конечно, чтобы собрать вот такую вот информацию. Это будет не только для меня полезно, но и для всех, кто смотрит этот видеоролик. По поводу Алиэкспресса, значит, что могу сказать? Продавец подтвердил, то есть я ему доказательства отправил с видео, как работает на старом, на новом насосе. Он мне предложил вернуть товар, тогда он вернет деньги. Я с этим не согласился, потому что 1,5-килограммовую посылочку отправить в Китай, ну, такое себе, конечно, большая потеря денег будет. Я решил, что я просто оставлю его себе. К тому же никаких симптомов по работе нету. То есть буду, естественно, ездить, наблюдать. И что еще интересно, этот магазин закрылся. То есть, когда, например, в приложение заходил на него, написано, что он на каникулах. Я поискал подобные запчасти еще на Алиэкспрессе, и, похоже, продавец открыл просто новый магазин. То есть, вот такие вот гарантии. Скорее всего, если также кто-то будет собираться заказывать НВД в Китае, то имейте в виду, что гарантии как таковой нету. Или придется тратить свои деньги на обратную пересылку. Что ж, надеюсь, я все мысли свои донес правильно. Кому-то этот видеоролик, конечно же, будет полезен. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.